друзья! В этом видео расскажу, как избавиться от шума на плойке. Ну, это первый признак, да, если у вас она сильно набирает обороты, гудит и так далее. Это первый признак, что у вас просто-напросто забитый радиатор. Вот. Тут даже вопрос может быть не в том, что там пересохла паста. Ну, это очень маленький шанс, да, такое, что это такая проблема может быть. Хотя, ну и такое бывает. Вот, значит, что нужно делать? И вообще, стоит ли это делать самому? Ну, скажу сразу, да, если у вас руки из того места, если у вас нет проблем с нервами, выдержка, терпение есть, то есть это все можно сделать самому, без всяких каких-либо там специальных средств. Единственное, вопрос это в термопасте, конечно, потому что вы же ее будете собирать, и вам нужно будет ее, ну, обновить, желательно, конечно, обновить. Поэтому вот это единственное, что вам требуется. Ну и, конечно, набор отверток, потому что там у нас есть определенные ну, шурупчики, да, которые там, получается, их нужно открутить. Хотя это можно сделать и обычная отвертка маленькая. Вот. Ну вот видим, моя консоль полностью покрыта пылью благополучно. Она гудела. Ну, сильно, конечно, она тут грязная, ужасно. И вот я сейчас вам покажу проблема очень распространенная именно в забитом радиаторе. То есть очень такая проблема, в принципе, для всех приставок, не только для четверок и там и троек и так далее. Ну, конечно, я не говорю там за тройки FAT модели, там у них с этим все нормально, ну, хотя есть там свои нюансы. Ну, вот видим, да, вот у нас слева вообще такая зона очень сильно покрыта пылью. Это как раз радиатор и кулер внизу. Вот сейчас увидите красоту. Вот. Ну, видим, да, полностью покрыта. То есть воздух не проходит как нужно. Из-за этого, соответственно, и процессор у нас не остужается, не остывает, как, как надо. Вот у нас прям слой, который просто не дает воздухопотоку проходить через радиатор. И, соответственно, не остывает наш процессор. Это, конечно, проблема, ну, ее нужно сразу решать. Не советую вам так легкомысленно к этому относиться, потому что просто-напросто может сгореть ваш процессор. Ну, это будет уже, конечно же, не 15-20 баксов на чистку и замену пасты, а уже, соответственно, в разы дороже, поэтому не затягивайте. И желательно вообще, да, если у вас уже начало, ну, такой есть проблема с приставкой, лучше же не играйте в нее. Лучше же там подождите пару дней, там ребята, специалисты сделают вам это все, поменяют и дальше будете пользоваться. Поэтому вот такой совет небольшой. Ну, кулер тоже видим, да, очень забит. Чем вообще можно почистить? Ну, я, честно, я никаких же, опять же, все это делал обычной зубной щеткой. Просто берете ее, смачиваете водой, хорошо струшивайте, чтобы не было там капель, соответственно. Ну и она уже такая более-менее влажная, то есть она полностью снимает с поверхности всех и радиатора, и корпуса, и так далее. Снимает слой пыли очень хорошо. Поэтому, ну, даже можете убедиться. Сейчас видим, да, какая она грязная. И я сейчас вам покажу уже в чистом виде полностью. Вот, разница есть, то есть эффект дает. Тут не надо никаких ватт рвать, там, мочить спиртом, это вообще это лишняя тема. Вот, это все можно сделать обычной щеткой и водой. То есть ничего тут больше не надо придумывать. Вот. Ну вот, сейчас вы увидите всю эту красоту. Вот, консоль прям, ну, как новенькая, просто аж блестит. Ну вот и все. По поводу разбора, ну, я вам советую, да, не спешите, действительно, потому что, ну, демонтировать, снять материнку нужно аккуратно, потому что можно там повредить что-то, сколы какие-то, можно там какие-то компоненты сорвать, поэтому вы смотрите
проверяйте все внимательно болты, все крепежи, то есть чтобы все оно было разобрано, чтобы материнка просто сама, ну, то есть ее можно было легко снять. Вот. Ну там ничего как бы тоже сложно, просто внимательно надо это все глянуть. Там много на самом деле крепежей, но можно это опять же сделать самому. Снимаем мы, вставляем материнку, то есть относительно вот этих всех портов, то есть они должны выходить в самую последнюю очередь. То есть мы поднимаем, да, сторону, там где у нас USB. Вот и все, как бы. На этом завершаю свой обзор. Всем удачи, подписывайтесь на канал. До свидания.